Всем привет! Вы когда-нибудь хотели превратить свой обычный портрет в произведение искусства или отправить себя на обложку журнала? Сегодня я расскажу вам о двух потрясающих функциях нейросети Artistly, которые помогут вам в этом: Train Your Own AI и AI Portrait. Я уже делал обзор этой платформы, которой пользуюсь с 6 января этого года. Там просто море возможностей и единоразовая оплата. Если не видели, обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. А сегодня давайте углубимся в работу с портретами. Итак, Train Your Own AI и AI Portrait. Что это и для чего? Представьте, у вас есть фото клиента, друга, родственника или ваше собственное. И вы хотите сделать из него, например, аватар, открытку, приглашение или даже целую серию необычных изображений с одним персонажем. Возможности ограничиваются только вашей фантазией. Как это работает? Вы загружаете один портрет и пишете текстовый запрос, промпт, в котором описываете, что хотите получить. Например, мужчина, женщина на берегу моря. Или мужчина, женщина, король Англии. Сейчас я покажу вам, как это выглядит на примере фотографии Ленина. Давайте начнем с общих моментов. Результат в обеих функциях сильно зависит от вашего промпта. Чем больше деталей вы укажете, тем лучше. Например, если просто написать «кукла», нейросеть может сгенерировать женский образ. А если написать «мужчина в прозрачном боксе для игрушек», результат будет совсем другим. Видите разницу? И еще, обратите внимание на соотношение сторон кадра. Это тоже влияет на результат. А теперь, в чем же разница между Train Your Own AI и AI Portrait? Train Your Own AI – это про фотореализм. Нейросеть создает изображение, максимально похожее на оригинал. Вы даже можете выбрать степень соответствия – слабую или высокую, и пол персонажа можно поменять. Загружаете фото с компьютера или берете из уже созданных. Кадрирование – 3 варианта – квадрат, ландшафт и портрет. Если добавить стиль в промпт, например, акварель, он будет как дополнение к фотореализму. А если написать только Ghibli Style, фотореализм будет минимальным. Неожиданный момент. Добавление в промпт явного указания на пол, например, мужчина, приводит к созданию реалистичного изображения мужчины в примере с Лениным в прозрачном боксе для игрушек. Без этого указания модель генерирует куклу, как это видно в примере. А вот AI Portrait – это уже про арт. Здесь можно использовать разные стили иллюстраций, а можно оставить фотореализм, если не указывать стиль в промпте. Загрузить фото можно с компьютера, по URL или взять из ранее созданных. Вариантов кадрирования здесь целых 11. И хотя нет выбора степени соответствия оригиналу, детализация обычно высокая. Из-за любви этого режима к женщинам важно в промпте указывать пол персонажа. Если этого не сделать, он может добавить женские признаки даже Ленину, как это видно в примере. Но главное здесь это стиль, который вы зададите в промпте. Посмотрите, как меняется результат с разными стилями на примере Ленина. Давайте подведем итог. Вот краткое сравнение этих двух функций. Конечно, это только две функции из множества на платформе Artistly. Главные ее плюсы – безлимитный доступ, единоразовая оплата, широкий функционал и простота использования. На момент обзора есть два тарифа – базовый за $49 и премиум за $147. Оба бессрочные, с коммерческой лицензией. И еще есть партнерская программа, моя партнерская ссылка в описании к видео. Покупая по ней, вы получите от меня консультацию по эффективному использованию платформы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры полезных инструментов. Удачи в ваших проектах!